coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым. И мы снова продолжаем играть в игру Доки Доки Плюс. И я все-таки решил, как я и говорил еще в предыдущем видео по FNAF 3, как раз таки посмотрите его, ссылочка выпадет вверху, вот, в верхнем правом углу. Мы начнем проходить наконец-то доп. Сюжеты. Хватит мне мучиться, я эту чертову именно достижение уже получил, и с меня хватит. Я для этого как бы покупал Доки-Доки. Так, вот, надеюсь, все нормально. Так, вот, надеюсь, все нормально, меня не перебивает музыка. Вот так все. Вперед. Ну что, друзья, литературный клуб открывается. Садитесь по местам и начинаем. Я так скучаю по клубу дебатов. Кто мог знать, что организовывать клуб с нуля это так сложно? Никто не приходит, и мне с каждым днем становится все тоскливее. Я начинаю терять уверенность в себе. Моника единственный член литературного клуба. Сколько она не пыталась завлечь в клуб хоть кого-нибудь, все было тщетно. Может, я делаю что-то не так? Моника косится на листовки, которые она раздает в школе. Заголовок гласит: «Вы любите литературу?» Похоже, никто не любит литературу настолько, чтобы предпочесть этот клуб всем прочим. Любовь к литературе – это не то, от чего мне надо отталкиваться. Я должна продать им идею, концепцию. Но какую именно концепцию? Моника сидит за партой, погрузившись в раздумье. Она не успевает опомниться. Усталость и бессонные ночи берут свое. Здесь так тихо. Жужжание кондиционера успокаивает. Привет. О, привет. Ой, блин. Моника подскакивает, разбуженная незнакомым голосом. Ой, мамочки, прости, пожалуйста, со мной в первый раз такое. Хе-хе-хе. Ну что ты, сонный... тут что, сонный клуб? Нет, это... Моника осекается. Ей становится неловко признавать, что это литературный клуб. Это литературный клуб. Ура! А то я уже решила, что не туда попала. Мне очень жаль, с моей стороны это было крайне непрофессионально. Не извиняйся, я тоже вечно засыпаю. Так я что, пропустила заседание клуба? Где все? Даже не знаю, как сказать. Тут только я и есть. Серьезно? И больше никого? Но мы наберем еще народу. Я очень стараюсь. Погоди, если тут только ты, значит, я могу быть вице-президентом? То есть как вице-президентом? Опыт работы у тебя есть? Спать за партой я точно умею, лучше всех. Извиняюсь.
спать за партой я точно умею лучше тебя. Может, мне вообще президентом стать? Может, мне вообще президентом стать? Да ты надо мной смеешься? Ой, прости, я нечаянно. А как тебя зовут? Одно я понял точно, у Моники точно нет чувства юмора. Ну или оно какое-то очень приглушенное. Она слишком все серьезно воспринимает серьезно. Ну, отчасти понятно, почему ее в дебатный клуб приняли. Сайори. Так вот, Сайори. В этот клуб я вложила много, очень много сил и стараний. Конечно, ты меня застала в неловкий момент, но это ужасно обижает, когда тебя не принимают, не принимают всерьез. Понимаешь? Для меня все это очень важно. Я хочу собрать вокруг себя людей, которые будут разделять мои чувства. О нет, извини, пожалуйста. Для меня это тоже важно. Честное слово, я просто не умею быть серьезным. Вот и все. Я не хотела тебя задеть. И насчет вице-президента я пошутила. Из меня бы вышел ужасный вице-президент. Да нет же. Моника пытается сказать что-то в утешение, но это сложно, ведь она пока ничего не знает о Сайори. Мне очень жаль, что пока все это не похоже на настоящий клуб. Но если я найду еще хоть пару человек, ты согласишься к нам присоединиться? Вот еще. Вот еще. Я хочу вступить в клуб прямо сейчас. Правда? Ну да. По-моему, это прикольно. И я вижу, что ты очень стараешься. И я вижу, что ты очень старалась. Ты делаешь очень крутые штуки. Тьфу, очень крутую штуку. И должна собой гордиться. Так, давай я тебе помогу. Мы покончим со стрессом. И начнется веселье. Это я умею лучше всех. Ха-ха-ха. Разве от такого предложения можно отказаться? Большое спасибо за такие слова, Сайори. Кстати, меня зовут Моника. Моника. Классное имя. Ты просто пытаешься меня развеселить? Но ты же улыбаешься? А я и не говорила, что у тебя не выходит. Моника смотрит на листовку, лежащую на столе, и осознает, что ее имя там указано. Так чем мы займемся для начала? Ну, сейчас уже поздновато, да? Можно разойтись. Так, сейчас. Дайте я сейчас отопью. Тихо. Так, тихо. Извиняюсь. Так. Я извиняюсь, конечно, что мне приходится отходить чуть-чуть. Все, давайте. Возвращаемся. Я нечаянно нажал просто напрямую. Так. Можем разойтись по домам и на досуге подумать, как набрать в клуб людей. Запросто. Круто. А мне надо еще и подумать над концепцией клуба. Моя сверхзадача в том, чтобы делать всех вокруг счастливыми. Ха-ха-ха. Вот что-то в таком роде. Мне надо об этом поразмыслить. Скажи, а ты обнимашки любишь? Наверное, да. Сайори внезапно сгребает Монику в дружеские объятия, потом отпускает. Блин, какая же это милота.
Иногда людям просто бывает нужно, чтобы их кто-то обнял. Кроме того, Сайори произносит это громким шепотом. Энергия обнимашек подпитывает меня. Ха-ха-ха, энергия обнимашек? Моника смеется. Хотя Сайори ничем на нее не похожа, Моника приободряется. Может, это потому, что в клубе наконец появился кто-то кроме нее? Но тогда давай до завтра. Буду ждать. Придумаем что-нибудь интересное. Да, супер! Я сегодня вечером еще подумаю, как бы нам набрать в клуб людей. Мне тоже. Проходит день, и Моника с Сайори вновь сходятся в литературном клубе. Моника, как президент, конечно же, приходит первой. Но ждать Сайори ей приходится куда дольше, чем она рассчитывала. Уже 10 минут прошло. А что, если Сайори передумала и не придет? Нет, не может быть. Она вчера была такая радостная. Но я начинаю тревожиться. Внезапно в кабинет впархивает Сайори. В руке она сжимает лист бумаги. Извини, я опоздала, но я уже тут. Фу. Извини, я опоздала, но я уже тут. Все в порядке, добро пожаловать. И Сайори подлетает к Монике и кладет бумагу на стол перед ней. Кладет бумажку на стол перед ней. Ой, что это? Возьми меня за руку, возьми меня за руку, уведи меня за собой. Забери меня в свою сказочную страну. Скажи, чтобы я смотрела под ноги, чтобы случайно не оглянулась на свои следы. Взойди по ступеням первым, пока я сзади, смотря на тебя снизу вверх. Пока я сзади смотрю на тебя снизу вверх. Я смотрю вперед, а значит вверх, и все это я готова тебе отдать. Позволь мне идти за тобой. Я доверюсь тебе в остальном. Доверься и прими мою улыбку. И я поверю, что ты улыбнешься в ответ. Возьми мою руку, возьми меня с собой, возьми меня в твою сказочную страну. Отличное стихотворение. Да это же замечательно. Это ты написала, Сайори? Ну да. Погоди. Стой, нет, это не та сторона бумажки. А? Я не собиралась это показывать, мне так же неловко. Моника переворачивает лист другой стороной. Там целый список предложений, как завлечь в клуб людей. Ого, это то, что ты собиралась мне показать? Но скажи, мне же интересно, ты часто сочиняешь стихи? Да, но у меня наверняка получается в 100 раз хуже, чем у тебя. Ха-ха-ха, да нет же. На самом деле стихи у меня просто ужасные. Я ни разу не сочинила ничего, что мне бы самой понравилось. Со мной вечно так. Напишу, потом перечитаю через неделю. Потом перечитаю через неделю и думаю, что за бредятина. Даже не знаю. У меня как будто внутри сидит трагическая героиня, и ей не нравится тот человек, каким я хотела бы стать. Я понимаю, это звучит глупо, но... О, я думаю, тут уже видно небольшая отсылочка на теорию про то, что Моника вообще не является частью этой игры. Точнее, персонаж, что может быть из этой игры, из Доки-Доки, но сама, можно сказать, внутренний мир именно из другого персонажа трагического взят. Как раз таки из книжки Юри, если кому интересно, «Багровое око», если я ничего еще не забыл. О, ты должна больше верить в себя.
Ты же президент литературного клуба. Ха-ха-ха, да с этим не поспоришь. Я должна показать другим пример. Знаешь, мне кажется, что в этом роде, в нашем клубе, должно быть... Что именно? Ну как, чтобы мы все читали друг другу свои стихи и все такое. Да, отличная мысль. Мне нравится. Так мы куда лучше узнаем друг друга. В каждом из нас столько эмоций, которые мы обычно не выставляем на показ. Но в стихах это можно выразить верно. Верно? Ага. Похоже, концепция клуба наконец начинает складываться у меня в голове. Я рада, что ты показала мне свои стихи. Хоть это и вышло случайно. И я. Мне сперва было неловко, а теперь нет. Да, мне приятно, даже приятно, что ты это прочитала. Я буду и дальше приносить тебе все, что напишу. Было бы здорово. Ладно, что-то я отвлеклась. Давай обсудим вместе, как нам заманить в клуб новичков. Как нам заманивать новичков в клуб? У меня уже мозги кипят от мыслей. Вот-вот взорвутся. У меня не мозг, а паровой котел. Ха-ха-ха. Сайори, это ужасно. Ладно, давай посмотрим на список. Напечь пирожных? Это я просто проголодалась. Но мысль-то хорошая. Скажи. Надо бы об этом подумать. В этом смысле, что пирожные людям надо где-то раздавать, верно? Например, на входе в клуб. А если в листовке написать, что мы угощаем пирожными? Ой, нет, к нам любители сладкого набегут, а не литературы. И что в этом плохого? Так они съедят все пирожные и разбегутся. Да ладно, они не посмеют. Это было бы бессовестно. Понимаешь, я хочу найти людей для истории, для которых литература не пустой звук, даже если они еще сами об этом не знают. Что там дальше по списку? Искать людей, которые читают книжки. Что-то я не уловила. Все просто. Нам надо ходить по школе и смотреть, кто книжки читает. Утром, например, или в обеденный перерыв. И зазывать их в литературный клуб. Я вижу тут одну проблему. Если в школе кто-то и читает книги, скорее всего, это домашнее задание. Как мы поймем, что человек это делает для удовольствия? Так ведь всегда можно спросить. Нельзя отвлекать людей, которые заняты домашними заданиями. Об этом я не подумала, извини. Не извиняйся. Ты куда больше идей предложила, чем было у меня. Вот дальше ты предлагаешь раздавать листовки из рук в руки. Это лучше, чем вешать их на стене. Я завтра же и начну. Ура! От меня есть польза. Ха-ха-ха. Как ты могла в этом сомневаться? Надо только понять, что мы будем говорить людям, вручая им наши листовки. Глупо ведь твердить, как попугаи. Приходите в литературный клуб. Нужно придумать, чем
нам заинтересовать людей. Может, ты им расскажешь, что в клубе происходит? А что в клубе происходит? Моя задача это придумать, так? Концепцию клуба. Так, Сайори, а теперь сделай вид, что ты обычный человек. Извини, я ничего плохого не имела в виду. Ха-ха. Я хотела сказать обычный человек, которому суют листовку. Как ты отреагируешь на приглашение в литературный клуб? 100% она сейчас будет что-то опять милое. Блин, так быстро время летит. Наверное, так. О. Литература. Литература это тоска. Пойду-ка я лучше в клуб анимешников. Что? Ха-ха-ха-ха. Извини, я просто одного приятеля вспомнила. А если я, к примеру, скажу, что мы вместе читаем книги и обсуждаем прочитанные? На этом месте я бы заснула. Говори за себя, Сайори. Да, но и другим что... Да, но и другим это тоже вряд ли понравится. Нам же надо их чем-то зацепить, согласись. Ужас. Ну почему все так сложно? Моника, не глупи. Что тебе дает литература, Сайори? Я? То же самое, что писать стихи. Возможность выразить свои чувства. Выразить их так, как это невозможно в обычной жизни, когда ты просто занят делами или болтаешь с друзьями. У нас ведь столько мыслей в голове, столько чувств, о которых никто не знает. Это очень внутреннее. И как нам объяснить это людям? Можно, к примеру, говорить им: самовыражайтесь, сближайтесь с нами. Нет, это как-то... Хе-хе-хе, я пошутила. Ой, мамочки, что, в чем дело? Я все свои вещи в школе забыла. Тьфу, я все... Блин, они уже в школе. Ой. Я все свои вещи в классе забыла. Так сюда торопилась. Балда. Торопилась? Но ты же... Впрочем, ладно. Ты хочешь сходить за своими вещами, да? Я опять все забуду, если не принесу их сейчас. Ха-ха. Хорошо, я тебя подожду. Я быстренько. Сайори вылетает из кабинета, ненадолго оставляя Монику в одиночестве. Моника вздыхает, берет листок бумаги и начинает набрасывать свои мысли. Самовыражайтесь. Будьте тем, кем захочешь. Будь тем, кем захочешь. Найди новых друзей. Открой свое новое я. Познай свое сердце. Нет, сердце вычеркиваем. Нет, пиши сердцем. Сердце открой словами. Приходи в литературный клуб. Сердце открой словами. Нет, коряво звучит. Моника! Ой, ты меня напугала. Прости, но это важно. Я пока за вещами бегала, там девочка читает книгу. Читает книгу? Скорее, бежим, затащим ее к нам в клуб. Почему-то у меня от этих слов такая очень интересная картина, что я уже подозреваю, что это Юрий. Конечно, не хочется сразу тыкать в небо пальцем, но как сейчас видно, как они сейчас тащат ее за руки в класс, запирают этот класс их клуба, а потом подкупают ее пирожным. Постой, а ты уверена, что она не просто делает домашнее задание?
Да ты что, она увлечена, это сразу видно. Ладно, пойдем, посмотрим. Моника хватает одну из своих листовок и встает из-за стола. Они вместе выходят из класса. Сайори ведет Монику за собой. И сейчас мы увидим... Сюда! Да не беги ты так! Сайори подводит Монику к нужному кабинету и понижает голос до шепота. Гляди, вот она. Моника заглядывает внутрь. И правда, там в полном одиночестве сидит девочка и читает книгу. Я себя ощущаю как каким-то маньяком. Зайди в класс и поговори с ней. Я? Ты президент, а я ее еще перепугаю. Чего доброго? А я ее еще перепугаю. Чего доброго? Ладно, хорошо, я пойду. Ну а встретимся мы уже с Юри, скорее всего, уже в следующей серии. Ой, блин, как же бесит тут эта фигня. Извиняюсь за звук, бесит меня это очень сильно. Ой. Ну что ж, увидимся, я думаю, мы уже узнаем, Юри это или не Юри, уже в следующей серии. Даже интересно, небольшая интрига. Наконец-то что-то интересное, серьезно. Я впервые за все время не читаю спустя, можно так сказать, рукава. У меня реально интересно. Мне интересно, что будет. Наконец-то что-то новое. Я бы реально еще минут, там, не знаю, хоть часовой ролик записал бы. Ладно. Буду надеяться, вам наконец-то понравилось что-то новенькое. Если, конечно, вы не бросили мое прохождение еще на какой-то там серии, на концовке именно игры, когда мы полностью прошли по пути одного из персонажей, по пути Сайори. И не видели еще эти дополнительные пути, хотя я сомневаюсь. Ну ладно. Ставьте лайки, пишите комментарии с предложениями новых игр, если у вас таковые есть интересненькие. Там стратегии или может хорошие анимешные игры, новеллы. Так как я все-таки, у меня, конечно, есть список, но он не такой большой. Пишите критику конструктивную, буду рад ее выслушать и с вами поговорить. Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки Доки. Я буду рад вас там видеть. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.